Ошибки утепления деревянного дома. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. При утеплении стен деревянного дома многие совершают как минимум одну из 4 наиболее коварных ошибок, которые приводят к быстрому гниению стен. Важно понимать, что внутреннее теплое пространство дома всегда насыщено парами. Пар содержится в выдыхаемом человеком воздухе, образуется в большом количестве в ванных комнатах, кухнях. При этом, чем выше температура воздуха, тем большее количество пара он может удерживать. При понижении температуры способность к удерживанию влаги в воздухе снижается, а излишки выпадают в виде конденсата на более холодных поверхностях. К чему приведет подпитка влагой деревянных конструкций, догадаться несложно. Поэтому хочется обозначить 4 основных ошибки, которые могут привести к печальному результату. Внутреннее утепление стен. Утепление стены изнутри крайне нежелательно, поскольку точка росы переместится внутрь помещения, что будет приводить к конденсации влаги на холодной деревянной поверхности стены. Но если это единственный доступный вариант утепления, то нужно обязательно позаботиться о наличии пароизоляции и 2 вентиляционных зазоров. В идеальном случае пирог стены должен выглядеть так: внутренняя отделка, вентиляционный зазор 30 мм, качественная пароизоляция, утеплитель, мембрана гидроизоляция, 2-й вентиляционный зазор, деревянная стена. При этом нужно помнить, что чем толще слой утеплителя, тем меньший перепад наружной и внутренних температур потребуется для образования конденсата на деревянной стене. А чтобы обеспечить необходимый микроклимат между утеплителем и стеной, внизу стены просверливаются несколько вентиляционных отверстий, отдушин, диаметром 10 мм, на расстоянии примерно 1 метра друг от друга. В случае, если дом расположен в теплых регионах и перепад температур внутри и снаружи помещения не превышает 30-35 градусов, то 2-й вентиляционный зазор и мембрану теоретически можно убрать, положив утеплитель прямо на стену. Но чтобы сказать точно, нужно произвести расчет положения точки росы при различных температурах. Использование пароизоляции при утеплении снаружи. Размещение пароизоляции на наружной части стены – это более серьезная ошибка, особенно если стены внутри помещения этой самой пароизоляцией не защищены. Брус хорошо впитывает влагу из воздуха, и если он будет гидроизолирован с одной из сторон, ждите беды. Правильный вариант пирога при наружном утеплении выглядит так: внутренняя отделка, пароизоляция, деревянная стена, утеплитель, гидроизоляция, вентиляционный зазор, внешняя отделка. Использование утеплителя с низкой паропроницаемостью – это еще одна из ошибок. Использование утеплителя с низкой паропроницаемостью при утеплении стен снаружи, например, плит из экструдированного пенополистирола, будет эквивалентно размещению на стене пароизоляции. Такой материал запрет влагу на деревянной стене и будет способствовать гниению. На деревянных стенах размещают утеплители эквивалентной или большей паропроницаемостью, чем у дерева. Тут отлично подойдут различные минераловатные утеплители и эковаты. Еще одна ошибка – это отсутствие вентиляционного зазора между утеплителем и наружной отделкой. Пары, проникшие в утеплитель, смогут эффективно удаляться из него только при условии наличия паропроницаемой вентилируемой поверхности, коей являются влагозащитная мембрана, гидроизоляция с вентиляционным зазором. Если к ней вплотную расположить тот же сайдинг, выход паров будет сильно затруднен, и влага будет конденсироваться либо внутри утеплителя, либо, что еще хуже, на деревянной стене со всеми вытекающими последствиями. Не допускайте ошибок при утеплении деревянного дома. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.